Всем большой привет, я Марина. Сегодня буду выполнять коррекцию ногтей гелем, рисовать тонкими линиями геометрию на ногтях. Расскажу, как проще это сделать. Будет интересно. Желаю вам приятного просмотра. В этом месяце ко мне все приходят с явным опозданием. Эти ногти не исключение. Покрытию 1,5 месяца, но тем не менее относились они хорошо, без поломок и отслоек. Начинаю работу со снятия старого материала. Снимаю цвет, толщину геля в апексе, истончаю боковые стенки, поскольку там нужно будет доложить новый материал. Хочу остановиться на этом моменте и рассказать подробнее про подготовку ногтей к выкладке материала. После снятия старого покрытия я корректирую форму ногтей и пилкой сглаживаю неровности, которые могут остаться после работы фрезой, а затем уже сглаживаю границу отросшего материала с натуральным ногтем в зоне кутикулы и заодно приподнимаю пилкой чешуйки ногтя. Следующим этапом перехожу к кутикуле. Апельсиновой палочкой аккуратно отодвигаю ее. Здесь важно не торопиться. Шаг за шагом хорошо отодвинуть кутикулу и проверить наличие склеек. При этом сам птеригий я оставляю на ногте и не трогаю его. Здесь очень важно буквально скользить палочкой или пушером по ногтю под кутикулу и ни в коем случае не давить на ноготь, ведь он в этой зоне очень мягкий и его легко можно повредить. Результатом такого давления может быть как продольная трещина, так и анихорексис. Следующим этапом я обрабатываю боковые валики и убираю птеригий, чтобы поверхность ногтя была абсолютно чистой. В данном случае боковые валики очень сухие, птеригия много, поэтому буду использовать 2 фрезы. С большими участками ороговелости хорошо справляется цилиндр. Работаю этой фрезой на оборотах 15 тысяч. Если кожа тонкая, не грубая, то обработку цилиндром нужно исключить. В таком случае этого не потребуется. Итак, поверхность ногтя уже чистая, но кутикула еще не доработана. Поэтому меняю фрезу цилиндр на пламя диаметром 23 с красной насечкой и на оборотах 12-15 тысяч зачищаю остатки птеригия под кутикулой. Выглаживаю и приподнимаю ее. Срезать кутикулу на данном этапе я не буду. После выкладки материала предстоит вторичный опил. И если срезать кутикулу сейчас, то при опиле можно задеть срез пилкой, размахрить его, перетереть или даже поранить. Некоторые мастера используют технику без опила или оформляют торцы, но не опиливают в зоне кутикулы после выкладки твердого материала. В таком случае кутикулу можно срезать на этапе подготовки ногтей. Я в коррекциях работаю всегда с опилом, как бы ровно не лежал материал, поэтому и кутикулу убираю тоже после опила. На последующую носку это никак не повлияет. Работа с жестким материалом начинается с того, что я убираю всю пыль с ногтей. Наношу дегидратор, затем в некоторых случаях праймер. Чаще всего использую его, если ногти влажные. И тут самое главное, не попутайте с влажными руками, так как если руки влажные, то совсем не факт, что и ногти тоже.
И если ногти тонкие, ломкие, также могу использовать бескислотный праймер, а в остальных случаях этот этап я пропускаю. Далее всегда как подложку для геля наношу втирающим слоем эластичную базу кистью для геля. Таким образом материал хорошо проникает в приподнятые чешуйки ногтя и обеспечивает тем самым хорошую сцепку, которая послужит, так сказать, фундаментом для следующего слоя материала. И только после этого гелем в одну каплю выкладываю архитектуру и после приступаю к вторичному опилу. Перед покрытием завершаю коррекцию, выпиливая фрезой ТВС изнанки ногтей. Там при поднятии есть лишняя толщина, отросший натуральный ноготь, который не несет никакой смысловой нагрузки, да и эстетики не прибавляет. Обязательно при работе с изнанками нужно обратить внимание на гипонихий. Иногда он разрастается, и его ни в коем случае нельзя задеть фрезой, поэтому аккуратно обходим его, если он там есть. А я тем временем покрыла ногти нежным пастельным оттенком и буду приступать к дизайну. Дизайном будет композиция из геометрических линий. И здесь как раз пригодится навык рисования тонких линий. Попробовать набор краски на кисть, работу кисти с краской, нажим на кисть, который имеет очень большое значение, и постановку руки можно на тренировочных картах или обычных листах. Но после этого обязательно потребуется тренировка на типсах. Типсы по своей форме напоминают поверхность ногтя, покатую, не плоскую, в отличие от тренировочных карт или просто листа бумаги. И это значительно усложняет прорисовку тонких линий. А еще поверхность, на которой вы рисуете, по глянцевому топу кисть соскальзывает в сторону, а по матовому краска цепляется за топ. Поэтому и нужны тренировки на типсах и на различных по текстуре покрытиях. Очень хорошо помогает прием рисования тонкой линии на выдохе. Выдох должен быть спокойным и ровным. Нажим на кисть одинаковым. Таким образом можно нарисовать огромное количество различных композиций, которые будут только вашими, неповторимыми, не похожими ни на что. А я тем временем заканчиваю маникюр. Пишите комментарии, пишите свои вопросы, обязательно всем отвечу. И если вам интересны мои видео, не забудьте подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые. Желаю вам творческих успехов, хорошего настроения, позитивных клиентов и увидимся!